Джек Восьмеркин, американец, 1986 года, советская музыкальная комедия режиссера Евгения Татарского, поставившего фильмы «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Без видимых причин» и «Колье Шарлотты». Александр Кузнецов в Джеке Восьмеркине исполнил главную роль. Фильм снят по одноименной повести Николая Григорьевича Смирнова, впервые опубликованный в 1930 году. Ну что молчишь, кобыла, когда спрашивают? Есть эффект? Есть. Какой? Какой тебя спрашивают? Еще больше замуж хочется. Фу, ты прости господи! Но из-за обрушившейся критики, в том числе и от Надежды Крупской, в 1933 году вышло второе доработанное издание незадолго до смерти писателя от цепного тифа. Телевизионный вариант был трехсерийным, версия для кинопроката была перемонтирована в 2 серии. Я как идейный коммунар поддерживаю. Кого? Что кого? Поддерживаешь кого? Нет, я как идейный коммунар против. Против чего? В фильме снимались как популярные актеры Лев Дуров, Евгений Евстигнеев, Александр Галибин, Михаил Васьков, Сергей Мегицко, так и пока мало кому известные исполнители, в том числе и дебютировавшие на экране артисты Ленинградского театра БУФ Ирина Ракшина, Юрий Гальцев, Евгений и Александр Ануфриевы. В 1980-х годах Александр Кузнецов был одним из самых востребованных и популярных советских актеров. Верно говорю? Дело в следующем. Именно! Известность ему принесли фильмы «Приморский бульвар» 1988 года и «Аэлита. Не приставай к мужчинам» 1988 года. Роль, сыгранная Александром Кузнецовым в Джеке Восьмеркине, которую называют его визитной карточкой, стала для него пророческой. В 1990-х годах актер эмигрировал в США и провел там 17 лет, снимаясь в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Аляска Кит». И в отличие от многих соотечественников, Александру Кузнецову удалось добиться определенных успехов в Голливуде. А на хлеб-то хватит? Хватит. А про зонтик-то уже и забыл. Зонтик в первую очередь. В 2001 году снова вернулся в Россию. В картине звучат песни в исполнении Ларисы Долиной, Натальи Корневой, Максима Леонидова и Юрия Гальцева. Евгений Татарский в Джеке Восьмеркине не прикидывался, что снимает про деревню. Деревня его была тоже условной, стильной и смешной. Вообще снимать комедийный мюзикл на материале российской деревенской жизни начала 1920-х – это надо было быть сумасшедшим, кем и являлся Евгений Татарский. Человеком, который умел делать все поперек привычного и побеждать. Фильм буквально нашпигован роскошными, почти цирковыми репризами, которые, услышав однажды, забыть уже не получится. Фейерверк актерских работ, режиссерской выдумки и изобретательности. Вот тебе святой истинный крест, папаня! Не крестись! Да крестися, раскулачат нас. А ну, божись по-новому. Честная рабоче-крестьянская. Ну, то-то же. Джек Восьмеркин, актеры и роли. Александр Кузнецов, Яков Восьмеркин, фермер. Тита Ромалия, Чарли. Американский друг Якова, фермер. Любовь Малиновская, Пелагея, мать Якова. Ирина Ракшина, Катя Восьмеркина, сестра Якова. Лев Дуров, Пал Палыч Скороходов, деревенский кулак. Марина Мальцева, жена Скороходова. Михаил Васьков, Петр Скороходов. Юлия Чекмарева, Маланья Скороходова. Евгений Евстигнеев, адмирал Кацауров. Надежда Смирнова, Таня Кацаурова, дочь адмирала. Александр Галибин, Василий Капралов, председатель коммуны. Александр Суснин, Бутылкин, коммунар. Галина Бакашевская, Маруська Хворостьянова. Михаил Широков, Василий Васильевич, сельский учитель. Сергей Мегицко, главный редактор крестьянской газеты. Обмывать-то будем, Яков Иванович? Зачем? Катька только что ее помыла. Ну да. В 1985 году Евгений Татарский получил от Гостелерадио предложение экранизировать повесть Николая Смирнова «Джек Восьмеркин. Американец». В балладе о коммунарах, так должен был называться фильм, американец приезжает в СССР, чтобы создать фермерское хозяйство, но вдохновленный идеями равенства и пострадавший от кулацкого беспредела присоединяется к строителям коммунизма. Однако в стране уже чувствовалось приближение перемен, и режиссер снял комедию на грани фарса. Папа, не волнуйся. Я снаружи малохольный, но забористый внутри. Опа, мыло и мочало. Герой делает выбор в пользу коллективного хозяйства только потому, что других вариантов у него нет. Но в 1986 году эта мысль еще воспринималась как крамола, и потому фильм «Джек Восьмеркин. Американец» вышел на экраны только в феврале 1988 года. Большая часть натурных съемок проходила в деревне Багунино Тверской области. В эпизодической роли пианиста снялся композитор фильма Александр Журбин, сценарист Аркадий Тягай сыграл фотографа. Нюхать папиросу лучше всего нос. Сигару у тебя есть? Наплюй на сигару, не имеем такого товара. Позабудьте все вопросы, покупайте папирос.
В первый съемочный день Галину Бакашовскую ждал неприятный сюрприз. По сценарию ее героиня Маруська Хворостянова должна была вести под узцы лошадь, но та даже ухом не повела и не сдвинулась с места. После нескольких неудачных дублей раздосадованная Галина не сдержалась и стала кричать на упрямое животное, после чего лошадь наконец пошла. Как выяснилось позднее, лошадь понимала только такое обращение, но актрису забыли об этом предупредить. Что с глупостями представить их человеку, вместо того, чтобы серьезно поговорить? Ну-ка ты понимаешь, старый мухомор, про что ему говорить охота? Может, про эти самые глупости? На съемках эпизода, когда крестьяне работают в поле, температура воздуха не поднималась выше 4 градусов. Чтобы актеры в кадре выглядели так, будто с них пот катится градом, их поливали водой, а чтобы они не замерзли и не простудились, между дублями их растирали спиртом. А ты знаешь, как мой друг в Америке в таких случаях ухаживает за девушкой? Ой! Ой! Джек Восьмеркин. Сюжет фильма. Узнав, что в России после революции произошли изменения, и землю теперь можно получить бесплатно, Яков Восьмеркин в исполнении Александра Кузнецова, попавший во время гражданской войны в Америку, возвращается в родную деревню Починки, чтобы стать фермером. Получив из Америки от друга Чарли, его сыграл Тито Ромалио, семена табака Вирджиния, он начинает упорно работать, чтобы своими руками добиться успеха. Параллельно разворачивается любовная линия в фильме. Джек начинает ухаживать за дочкой Таней. Ее играет Надежда Смирнова, бывшего владельца имения по соседству с деревней, отставного адмирала Кацаурова в исполнении Евгения Евстигнеева. Но все время что-то Якову мешает. Сначала не хватает денег, которые приходится занять у местного кулака Скороходова. Роли исполнил Лев Дуров. А потом и мужики, для которых он устроил бесплатную презентацию, угостив по одной сигаре, не понимают тонкостей капиталистических отношений и искренне возмущаются попыткам Якова продавать остальные сигары по 5 копеек за штуку. А тут еще кулак Пал Палыч Скороходов требует вернуть долг и грозится вырвать у Якова золотой зуб за неуплату. Скороходов забирает у Восьмеркина все непроданные сигары, перемалывает их на крупомолке и затем продает перемолотый табак под маркой «Махорка Американска» по цене 1 рубль за 100-граммовый стаканчик. Мужики, которые были недовольны ценой в 5 копеек за сигару, выстроились в огромную очередь с дракой за «Махоркой Американской». Тот факт, что в такой стаканчик вмещалось не более 4-5 перемолотых сигар ценой по 5 копеек за штуку, их не беспокоил. Перед всем народом отказываюсь от тебя. Не сын ты мне. Отделяю тебя на вечные времена. В Джеке Восьмеркине американца занят блистательный актерский состав, прекрасно воплотивший своих героев на экране. Кулак Скороходов в исполнении Льва Дурова вызывает едва ли не больше симпатии, нежели коммуна с ее предводителем Василием Капраловым. Его играет Александр Галибин, не выпускающим из рук грудного ребенка. Интересный персонаж дед Бутылкин, борода лопатой и любимая присказка: «Я как идейный коммунар». Симпатичный мужчина, а твой красномолоский таракан в очках. Что? Лектор? Упор? Коп товарищества таракан? Превосходно постановочная драка Скороходовых и сватовство младшего Скороходова. Сначала провели инвентаризацию имущества невесты, потом с песнями «Опа, опа, мыло и мочало». «Опа, опа, а мы начнем сначала». Были выставлены из дома Таней, взявшей в руки ружье. Картину вполне можно цитировать. Дело в следующем: папаня. Я снаружи малохольный, но забористый внутри. Фильм «Джек Восьмеркин» американец получился и смешной, и серьезный одновременно. Господь меня покарает за то, что я польстился на эти 3 рубля. Не отдам. Ни за что. Не отдам. 3,5. На меньшее не согласен. Окей. Вот горбатился Яков Иваныч, а барыш получил кто? Кулак Скороходов. Потому что кто-то умеет работать, а кто-то зарабатывать. От меня в очередной раз рекомендация к просмотру и восторг от актерской игры Джека Восьмеркина, американца. Дело в следующем, батя. Вырождаемся как класс. Помолчи. Чего?